Однажды вечером после тяжелого рабочего дня ты идешь по людной улице, возвращаясь домой, и вроде бы ты должен быть доволен, ты свободен, а значит можешь заняться своими делами, почитать книгу, посмотреть телевизор, прогуляться с близким человеком, а может быть сходить на свидание или встретиться с друзьями. Но глядя по сторонам на проходящих мимо людей, ты понимаешь, что на самом деле вокруг тебя толпа неудачников. А самое страшное, что ты один из них. Ты ходишь на работу, которую ненавидишь. У тебя постоянно не хватает денег. Никакого пассивного дохода ты не создал. И как следствие ты употребляешь алкоголь и наркотики. А знаешь, мой друг, почему человек начинает употреблять всякую херню? Потому что это самый легкий путь получения удовольствия, так называемого всплеска эндорфинов. В другом случае наш мозг вырабатывает эндорфины только при достижении некого результата или вашей цели. Например, когда ты добился любимой девушки, заслужил повышение на работе, покорил Эверест, заработал миллион, а возможно ты просто купил машину, которую так долго хотел. И запомни, чем выше цель, тем больше гормона радости выделяет ваш мозг. Вот поэтому люди стают миллионерами, миллиардерами, что-то создают, строят, покоряют вершины, глубины и даже космос. Но 99% это слабые люди, которые выбирают легкий путь для получения гормона счастья. Это алкоголь и наркотики. Возможно, ты узнал себя. Тебе хочется возразить, что ты уже предпринял много попыток чем-то заняться. Но это не так просто. И ты найдешь кучу причин, почему у тебя не получилось. Нет достаточного количества денег, знакомств, это не твое и многого всего другого. Отчасти это так и есть. Ты задашь вопрос, почему со мной так происходит? Ответ прост. Ты не знаешь, кто ты есть на самом деле. И тебе это не послышалось. Да-да, мой друг, ты не знаешь, кто ты есть на самом деле. Исходя из этого, как ты вообще можешь знать, чего ты хочешь? Вот поэтому ты и терпишь одни неудачи. Потому что занят не своим делом. Возникает логичный вопрос, что тебе делать? Ты должен познать себя, всего лишь честно ответив на один вопрос. Чем бы ты занимался, если был бы самым богатым человеком на этой земле? Вроде бы простой вопрос, но вот ответить на него очень и очень непросто. У людей на это уходят недели, месяцы и даже годы. Но вот когда наконец-то ты разберешься в себе и ответишь на этот вопрос, твоя жизнь начнет меняться. Ты уже знаешь, чего ты хочешь. Ты даже не заметишь, как появится твоя лестница успеха, хотя подняться по ней будет довольно непросто. Приведу пример. Ответив на вопрос, ты вдруг понимаешь, что тебе нравится фотографировать природу, людей, животных. Конечно же, у тебя возникает вопрос, как я смогу на этом много зарабатывать? Не думай об этом, просто начни заниматься этим делом. Теперь я тебе отвечу, что будет происходить дальше. Сначала ты накопишь на фотоаппарат и просто начнешь фотографировать все подряд. Потом ты захочешь разобраться, как делать качественное фото. Пересмотришь кучу видео, прочитаешь много литературы. И вот ты уже скачиваешь фоторедактор, покупаешь штатив и разное освещение. Дальше тебе захочется общения с такими же людьми. Это приведет тебя в фотоклуб. От нового окружения ты узнаешь много интересного. И вот уже твоя первая выставка, твой первый международный конкурс. Твои фото начали продаваться на стоках. Рано или поздно у тебя зазвонит телефон и тебе предложат быть фотографом на каком-нибудь мероприятии. После этого заказы начнут расти. И вот ты уже открываешь свою фотостудию, получаешь свой первый контракт от рекламного агентства. И ты даже не заметишь, как станешь одним из лучших фотографов мира. Так происходит с теми, кто знает, кто он и чего хочет. Стань таким же, найди себя, начни строить свою лестницу успеха, поднимаясь по которой ты будешь счастливее с каждым днем. И никакие трудности тебя не остановят, потому что каждая ступенька — это наркотик такой силы,
которые заставят подниматься тебя все выше и выше. И, возможно, именно ты будешь одним из тех немногих, кто поднялся на вершину этого мира. Тем, кто смог познать себя. Это тяжелый путь, но он того стоит.